Hi everyone, с вами Ева Лурман, и в этом видео я вам покажу, как красить седину. Вы мне часто задаете эти вопросы, и я как раз подготовила вам такой ролик. Итак, let's go, друзья! Вот моя модель, такая уставшая дама, прям печальный такой взгляд. Давайте посмотрим на базу ее волос. 4 сантиметра примерно отросшие седые корни, а остальные волосы были ранее окрашены. И седины примерно 90%. Степ 1. Первым делом я должна осветлить косметическую базу или ранее окрашенные волосы. Отделяю зонами 7 на 7 сантиметров примерно. Осветляю блонд порошком. Пропорции вы видите на экране. Отделяю зонами и эти волосы помещаю в фольгу. Прикорневую зону осветлять не стоит. Бессмысленно. Разделение на зоны примерно вот такое. По окончании 40 минут выдержки мы получаем вот такой результат. Осветленные волосы по косметической базе. Корни так и остались седыми. Степ 2. Далее делаю мардансаж. Наношу 6% оксид на всю прикорневую зону и выдерживаю 20 минут. Технология нанесения обычная, как и при нанесении краской, то есть кисточкой. Степ 3. Далее, после мардансажа, поверх оксида я окрашиваю корни краской Estelle Deluxe 820 краска для седых волос. 8.1 это пепел, так как мы не хотели быть слишком теплого цвета. И 6.65 это фиолетово-красный цвет, его меньше всего для нужного нам оттенка. Время выдержки около 20 минут после последнего мазка. Так как мы уже обработали прикорневую зону мардансаж, и время выдержки, естественно, сокращается. После этого я сделала балаяж. Далее помыли голову, я сделала макияж. И бабушка превращается в элегантную даму. Она аж расплакалась, бедняга, аж макияж потек. И призналась нам, что она уже аж лет 20 даже не думает о том, что можно выглядеть красивее. А также я ей подстригла каре на удлинение. Ссылочка сверху, кого интересует, посмотрите. Ну вот, видите, как все просто. Но однозначно у вас возникнет резонный вопрос. Что же делать дальше, когда эти корни начнут отрастать? А отрастут они уже через 2 недели. Ну ладно, через 3 недели они будут реально заметны. На данной модели я вам не могу этого показать, потому как тогда проходил семинар, и это не был наш постоянный клиент. Но я вам расскажу, что же делать дальше. Все опять очень просто. Берем оксид 6% и наносим на отросшие корни. Они будут вот здесь вот такой маленькой белой полосочкой. Наносим именно на эту часть. Кто смотрит мои ролики постоянно, уже 100% знает, что я описываю, какую процедуру мы делаем. Эта процедура называется мардансаж. Я уже 100 раз о ней рассказывала, но еще могу повторить. Мардансаж выполняется на седые волосы. Для чего? Для того, чтобы открылись чешуйки очень плохо поддающихся окрашиванию седых волос. И мардансаж для нас тут как тут. Используем именно эту технику. Наносим оксид, только оксид, без порошка, на корни. Оксид это та же перекись водорода, только у него кремообразная структура, чтобы нам было удобней им пользоваться.
Так вот, наносим только оксид на эту отросшую часть и сидим около 20 минут, не меньше. Последовательность нанесения этого оксида абсолютно не имеет никакого значения. Самое главное – нанести обильно этот состав. Если будете попадать на окрашенные ранее волосы, ничего страшного, но старайтесь все-таки работать именно с отросшей седой частью волос. Для ускорения этого процесса можно воспользоваться горячим феном. Нанесли на всю прикорневую часть и посушили горячим воздухом. Но он не высохнет. Вы просто увеличите температуру в этом месте, что увеличит скорость открытия чешуек. А нам только это и надо. Поэтому можете сэкономить на времени. Прогрели горячим феном. Через 10 минут можно приступать к следующей процедуре. К окрашиванию. И начинаете красить корни. Уже обычной краской поверх этого оксида. Наносите краску и делаете балаяж. О нем я тоже уже неоднократно вам рассказывала, и я показываю постоянно его в своих роликах. Потому что я все время именно балаяж, наверное, клиентам и делаю. Это наше совместно любимое окрашивание волос. Итак, мы покрасили корни, сделали растяжку, балаяж. И как новенькие можем гулять еще 3 недели. Потом через 3 недели сделать то же самое. Сделать мардансаж и сделать балаяж. А вот уже через следующие 3 недели, то есть по факту у вас получается, вы эту процедуру можете делать через 3 недели, через 3 недели и через 3 недели. В итоге получается 2 месяца вы делаете, такое щадящее себе окрашивание волос. При этом при всем у вас практически не видна седина, что важно. Ради чего, в общем-то, все это и делается. Потом проходит 2 месяца. Отросшая часть, вот эта темных волос, она уже, конечно, мощная. И уже нужно от нее избавляться. Тут мы должны работать, конечно же, порошком. Но тоже все очень просто. Наносим порошок только на эту темную часть волос. Не трогаем прикорневую зону, которая уже отросла. Работаем только вот с этой частью. Но так как там будет небольшой участок отросших волос, если вы туда попадете этим составом, оксидом с порошком, ничего страшного не произойдет. Осветлили, голову помыли и начинаем делать опять мардансаж. Проработали прикорневую зону оксидом, только оксидом. Можно, не смывая, нанести поверх краску, которой вы краситесь. И вот этот круг, как сделать красивое окрашивание для седых волос, он замкнулся. И посмотрите, как все очень просто. Мало того, что просто, вы еще красивая. Поэтому я всем советую именно эту технику окрашивания волос. Потому что сразу лицо как-то преображается. Темная прикорневая зона, она подчеркивает черты лица, лицо становится более выразительным, ярким, моложе выглядишь. И заметьте, что манипуляций-то не так уж и много. Понятно, что многие хотят побыстрее, намазал краску и побежал борщ варить. Сварил и уже можно смывать. То есть совмещать все вот эти наши бытовые вопросы. Но если немного больше времени на себя потратить, то и результат будет гораздо лучше, качественнее и красивее, стильнее еще. А значит, и вы можете стать более успешным, потому что внешний вид для человека это почти что самое главное. Если сам себе нравишься, подсознательно ты думаешь, что ты всем нравишься. Уверенность преобладает, все дела ладятся и все получается. Просто не надо лениться или бояться. Надо пробовать, делать и выбирать для себя подходящий вариант. На этом все. Я надеюсь, ролик был для вас полезный. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу! Колокольчик тут же
со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.